Здравствуйте. Сегодня я проведу нейропсихологическую диагностику при помощи тестов. Предметом исследования является мозговая организация психических функций и разных аспектов поведения человека, нарушение психической деятельности при различных заболеваниях центральной нервной системы. Также нас интересует не только церебральная патология и отклонения в работе мозга, но и исследование индивидуальных особенностей мозговой организации, психических функций в здоровой популяции. Вы готовы начать? Давайте приступим. Итак, для начала определим зрительно-предметное восприятие. Итак, перед вами есть изображение, и вам нужно назвать предметы, которые буду показывать. Назовите этот предмет. Что вы видите? Мгм. Назовите теперь этот предмет. Хорошо. Этот предмет. Мгм. Вот этот предмет. Хорошо. Так, далее. Посмотрите на следующее изображение и сделайте все то же самое. Назовите этот предмет. Мгм. Этот предмет. Что вы видите? Так, назовите вот этот предмет. Мгм. И вот этот предмет. Хорошо. Продолжим. Так, вы видите третье изображение. Назовите, пожалуйста, вот этот предмет. Что вы видите здесь? Так, хорошо. А вот этот предмет. Мгм. Далее. Этот предмет. Что вы видите? Так, хорошо. Так, переходим к следующему этапу. И здесь мы определим ваше зрительно-пространственное восприятие. Так, вы видите перечеркнутое контурное изображение предметов. И вам нужно сказать, что здесь перечеркнуто. Так, давайте начнем с первого предмета. Что вы здесь видите? Так, посмотрите внимательно. Бабочка. Хорошо. Второе изображение. Что вы видите? Мгм. Лампа. Третье изображение. Так, посмотрите повнимательней. Ага, цветок. Хорошо. Следующее изображение. Что вы видите? Молоток. Следующее. Ага, балалайка. Хорошо, тогда здесь. Что вы видите? М, Хорошо. Давайте попробуем следующее изображение. Здесь уже будут наложены контурные изображения предметов, и вам нужно назвать все предметы, которые вы здесь видите. Начнем с первого изображения. Так, назовите предметы, какие вы здесь видите. Мгм. Сколько предметов вы здесь видите? 4. Хорошо. Мгм. Следующее. Что вы здесь видите? Какие предметы? Ага, сколько их? 5. 5, все верно. Так, давайте дальше посмотрим на это изображение. Мгм.
Хорошо. И еще одно изображение. Вот это. Так, что вы видите? Маска, туфля, секундомер. Хорошо. Отлично. Так, теперь немножко посложнее. Смотрите. Так, первое изображение слева. Что вы здесь видите? Ага, лампа, ключ, кувшин. Отлично. Теперь изображение справа. Так, что вы видите? Ага. Мгм. Да, хорошо. Ага. Смотрите, следующий этап — это зашумленное изображение предметов. Вам нужно сказать, что вы видите в этих квадратиках сверху и в квадрате снизу. Так, посмотрите внимательно. Что-то видите? Мгм. Затрудняетесь? Так, теперь я открываю следующее. Так, теперь должно быть лучше видно. Ага, что видите? Мгм. Так, я убираю листок. Сейчас что вы видите? Лопата и очки. Отлично. Следующее — это незаконченное изображение предметов. Здесь вы видите только части предметов, и вам нужно назвать предмет. Давайте я буду вам показывать некоторые. И вам нужно назвать предмет, который здесь не закончен. Так, первый — это ножницы. Следующий предмет. Здесь что вы видите? Это ключ. Хорошо. А вот здесь вот этот предмет. Ага. Чуть ниже. Что вы видите здесь? Мгм. Вот этот предмет. Булавка. Хорошо. И последний предмет вот этот. Это очки. Отлично. Так, давайте перейдем к следующему изображению. Следующее изображение — это химеры. Сейчас я поясню, что это значит. Вы видите животных, которые, в свою очередь, состоят из двух других животных. И вам нужно сказать, из каких именно. Давайте начнем с первого изображения. Так, каких животных вы видите здесь? Ага, хорошо. Следующее изображение. Каких животных видите здесь? Ага, кролик и рыба. Хорошо. Далее следующее. Ага, собака и... Ага, видите вымя? Да, вероятно, это что-то вроде козленка. Мгм. Хорошо. И последнее изображение. Что вы видите здесь? Вы здесь видите слона и улитку. Мгм. Отлично. Так, давайте перейдем к следующему заданию. Следующее задание — это у нас географическая карта. Географическая карта. Так, я буду называть вам места, буду показывать их на карте. И вам нужно назвать их местоположение, например, северо-запад, юг, восток и так далее.
Так, давайте начнем. Буду показывать на правом изображении. Так, Балтийское море. Балтийское море. Северо-запад. Хорошо. Черное море. Юг. Хорошо. Архангельск. Север. Хорошо. Так, ну давайте. Так. Аральское море. Мгм. Юго-восток. Отлично. Так, это я уберу. Хорошо. Давайте продолжим. И следующее у нас обычные и немые часы. Обычные и немые часы. Вы видите первое изображение. На первом изображении у нас есть цифры на часах. Это обычные часы. Какое время они показывают? 9 часов 5 минут. Часовая стрелка. И длинная — это минутная стрелка. На всех остальных часах цифр нет. Но вам нужно назвать время. Мгм. На вторых часах какое время? 9 часов 5 минут. Такое же время, как и на первых часах. Хорошо. Третьи часы. 7 часов 20 минут. Отлично. Четвертые часы. Так. 4 часа 35 минут. Хорошо. Следующее. 10 часов 10 минут. Следующее. Повнимательней. 8 часов 50 минут. Следующие часы. Мгм. Так. 4 часа 10 минут. Хорошо. Следующие часы. 2 часа. Повнимательней. 1 час 50 минут. Да, практически 2 часа. Без 10 минут 2. Следующие часы. 3 часа 45 минут. Хорошо. И следующие часы. 8 часов 5 минут. Отлично. Назовите числа, которые буду показывать. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Какое число пропущено? Число 5. Хорошо. Теперь римские цифры. 6, 5, 4, 7, 10, 11, 9. Какие числа не на своих местах? 4 и 6, 9 и 10. Отлично. Дальше назовите числа, которые буду вам показывать. 17, 71. Что вы можете сказать про эти числа? Что их объединяет? В обратном порядке. Хорошо. Назовите следующее число. Следующее число. Так. Хорошо. Назовите следующее число. Следующее число. Хорошо. Назовите это число. Отлично. Теперь перейдем к примерам. Начнем с первого столбика. 2 плюс 3 получится 5. Хорошо. 8 минус 4 получится 4. Отлично. 9 плюс 5 получится 14. 41 минус 17 получится
24. 63 минус 27 получится 36. Так, перейдем к следующему. 12 плюс 6 и минус 2. 12 плюс 6 — 18, минус 2 — 16. 34 плюс 17 минус 9. 34 плюс 17 минус 9. Хорошо. 26 плюс 18 и минус 31. 26 плюс 18. 44. Минус 31. Хорошо. Дальше последний столбик. И здесь вам нужно расставить знаки, чтобы пример был верным. Так, 10 минус 2 получится 8. 10 умножить на 2 получится 20. 10 плюс 2 получится 12. И 10 разделить на 2 получится 5. Очень хорошо. Вот давайте продолжим. Итак, следующее — это восприятие и узнавание букв. Я буду показывать вам букву, и вам нужно ее назвать. Помните, что они могут быть перевернуты, они могут быть зачеркнуты, они могут быть а, как-то зашифрованы. Вам нужно будет назвать, хорошо? Давайте начнем. Буква Ш, тоже буква Ш. К, С. Следующая буква К, О. Хорошо. Давайте дальше. Н, Ш, Р, С. Следующее. Е, О, Н, Р. Следующее. С. Хорошо. Так, давайте теперь здесь. Следующее изображение. Так. Какая буква? Б, С, Л, К, В. Буква И, В, Г, Е. Буква З. Так. Какие буквы зашифрованы здесь? Е и В. Здесь К и Н. Хорошо. Здесь Д и цифра 5. Цифра 5. Здесь Р и К. Хорошо. А здесь П и Н. Отлично. Очень хорошо. Давайте перейдем к следующему. Следующее — это восприятие и узнавание лиц. Давайте я не буду спрашивать вас их имена, хотя это все очень узнаваемые люди, знаменитые люди. Назовите их профессию. Хорошо? Начнем с первого изображения. Угу. Актриса. Хорошо. Дальше. Угу. Следующее. Ага. Следующее. Космонавт. Хорошо. Следующее. Ага. Следующее. Угу. Дальше. Ученый. Так.
Следующую. Мгм. Мгм. Хорошо. Следующее изображение. Так, смотрите, здесь два изображения. Кто изображен справа? Пушкин, конечно. А слева? Мгм. Хорошо. Сейчас будет изображение немного посложнее. Смотрите. Так, давайте по порядку. Мгм. Так, Достоевский. Мгм. Пушкин. Так, следующий. Лермонтов. Следующий. Гоголь. Конечно, Гоголь. Давайте следующий. Чехов, конечно. Следующий. И последний. Мгм. Хорошо. Так. Ну а теперь геометрические фигуры и символы разных цветов. Восприятие и узнавание цвета. Вам нужно будет назвать цвет и фигуру, которую я буду показывать. Зеленый квадрат, синий треугольник, желтый квадрат. Так, красный квадрат. Хорошо. Синий квадрат. Желтый круг. Хорошо. Желтый круг. Зеленый треугольник. Зеленый круг. Отлично. Фигуры немножко посложнее. Так. Угу. Черное равно. Сколько здесь углов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зеленый шестиугольник. Хорошо. Угу. Угу. Так. Угу. Так. И последняя фигура. Хорошо. Так, с этим мы разобрались. Дальше у нас с вами на память, на слух. Вам не нужно здесь особо ничего читать. Я буду называть вам слова, а вам нужно будет их повторить. Хорошо? Не глядя, не глядя на слова. Давайте начнем с первого списка слов. Дом, лес, кот, стол, звон. А теперь, не глядя, повторите все слова, которые помните. Мгм. Так, давайте дальше. Звезда, нитка, песок, белка, пыль, шелк. Давайте еще раз. Звезда, нитка, песок, белка, пыль, шелк. Попробуйте повторить, не глядя. Мгм. Хорошо. Так, а теперь группы слов. По две группы слов. Давайте начнем. Холод, рама, клин. Гость, риск, дождь. Пробуйте повторить. Хорошо.
Так, давайте следующая группа слов. По 4 слова. Искра, друг, ель, капля, шарф, знак, сено, глаз. Давайте еще раз. Искра, друг, ель, капля, шарф, знак, сено, глаз. Пробуйте повторить. Мгм. Хорошо. Так, смотрите. Сейчас я покажу изображение. Так, здесь вы видите реалистичные изображения. Вам нужно их запомнить. Зрительная память. Так, здесь у нас градусник, гусь, какой-то кувшин, ковшик. Далее козленок, дерево, груша. Попробуйте запомнить. Мгм. Посмотрите. Несколько секунд посмотрите. А теперь посмотрите на следующее изображение и назовите те, которые были на прошлом изображении. Мгм. Градусник, гусь, ковшик. Так, дальше. Мгм. 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 Хорошо. Вам нужно просто описать то, что происходит на этом изображении. Что вы видите? Так, сколько здесь человек, действующих лиц, что происходит? Ага, пишите детали. Мгм. Так, хорошо. Давайте следующее изображение. Посмотрите, пожалуйста, следующее изображение. Что вы видите здесь? Так, что здесь происходит? Мгм. Так, какие эмоции испытывают люди? Мгм. Что произошло? Почему это произошло? Мгм. Давайте следующее изображение. Так, известная картина. Так, что вы видите здесь? Ага, так. Мгм. Эмоции какие у людей? Все расстроены. А собака? Собака расстроена. Собака счастлива. Так, посмотрите внимательно. Расскажите, что вы видите. Человек собирает стол. Он замахивается молотком и ударяет по своей руке очень сильно. Он рассержен, ему больно. Он со всей силы ударяет по столу и ломает его, и уходит. Что случилось? Почему так произошло? Он хотел получить этот результат в конце. Нет. Что привело его к этому результату? Мгм. Хорошо. Давайте дальше посмотрим следующее изображение. Девочка и кукла. Девочка и кукла. Так. Девочка видит,
что ее кукла задымилась. Она бежит к ней. Она хватает и спасает ее. А на месте куклы просто труба. Мгм. Мгм. Хорошо. Продолжим с девочкой и куклой. Девочка и кукла загорают. Мгм. Так, хорошо. Девочка уже загорела. Девочка смотрит на куклу. Кукла не загорела, потому что кукла не человек. Девочка расстроена. Мгм. Что-то еще можете сказать? Так, хорошо. Еще одно изображение девочки и куклы. Девочка видит, что по телевизору машина несется прямо на ее куклу. Она бежит, хватает куклу. Она спасла свою куклу. Она спасла свою куклу. Так, что вы можете об этой ситуации сказать? Ага. Мгм. Хорошо. Так, переходим к следующему этапу. Здесь у нас арифметические задачи. Давайте попробуем решить. Давайте попробуем решить две несложные задачки. Я думаю, что вы справитесь. Итак, первая задача. В одном ящике было 14 яблок, в другом на 6 яблок больше, то есть 20. Мгм. Сколько яблок было в обоих ящиках? 20 плюс 14, 34 яблока. Отлично. Так, давайте тогда последнюю. На двух полках всего 18 книг. На одной полке в 2 раза больше, чем на другой. Сколько книг стоит на каждой полке? Так, можно составить уравнение. Мгм. Х равно 2х. Хорошо. Так. И сколько же у нас получается? Х всего 18 книг. Мгм. Х плюс 2х равно 18. Вот оно уравнение. Мгм. Хорошо. Так, переходим к следующему заданию. Это слоги, слова, фразы. Вам нужно прочитать все, что здесь написано. Давайте по порядку, хорошо. Я буду вам показывать. Па, на, ру, ко, стри, кру, по, ши. Так, здесь кит. К перевернуто. Угу. Мно, си, нар, кот, ток, глаз, ухо, шкаф, Псков, уж, производство, пространство, Москва, крест, книги, Саша, Гриша, Дима, правда, СССР. Хорошо. Далее. Далее будет у нас рассказ. Я его вам прочитаю. Вместе с вами прочитаем его. И далее вам нужно его пересказать, о чем он. Хорошо? Мгм. Называется он «Хитрая лиса». Бегала лиса по полю. Увидели ее собаки и погнались за ней. Вот-вот настигнут. Лиса вдруг круто свернула. Собаки пронеслись мимо.
Лиса кинулась в кусты. Только собаки лису и видели. Так, попробуйте кратко пересказать, о чем. Мгм. Мгм. Да, хорошо. Итак, здесь у нас изображение предметов, находящихся в разных пространственных отношениях. Попробуйте описать каждое из них. Например, бочка стоит на ящике. Бочка лежит около ящика. Опишите это изображение. Мгм. Так, следующее. Ага, следующее. Внутри. Мгм. Следующее. Ящик на бочке. Отлично. Так, и по такому же принципу другое изображение. Так, клеенка лежит на скатерти. Скатерть на столе. А здесь клеенка наполовину лежит на скатерти. Скатерть лежит. А здесь скатерть наоборот лежит на клеенке. Угу. А клеенка лежит на столе. Так, все верно. Угу. Девочка спасает мальчика. Вытягивает его. Мальчик вытягивает девочку. Угу. А здесь трактор вытягивает машину. Ага. А здесь машина везет трактор. Хорошо. Далее у нас с вами будут. Далее у нас с вами будут пословицы, метафоры, аналогии. Смотрите. Я буду называть вам некоторые фразы, а вам нужно сказать, что они означают. Куй железо, пока горячо. Как вы понимаете эту фразу? Мгм. Так. Лес рубят, щепки летят. М, Очень активная работа когда. Да. Мгм. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. М. Не красна изба углами, а красна пирогами. Так. Лежа на печи, беду не выспишь. Так. Не ищи зайца во бору, он на опушке. Так. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как вы понимаете? Так. На воре шапка горит. Мгм. Любовь на картошка, не выбросишь в окошко. Так. Хорошо. Далее у нас различные фразы. Вам нужно сказать, как вы их понимаете. Золотые руки. Мгм. Каменное сердце. О ком так говорят? Ага. Железный характер. Так. Медный лоб. Мгм. Дырявая голова. Все вылетает из нее, да. Лезть в бутылку. М. Смотреть в корень. М. Ядовитый вопрос. Так. Мороз по коже. Ага. Когда очень жутко, да. Страшно. Медвежий угол. Мгм. Так. А теперь мы переходим к изображению. Это последнее задание будет в группе изображений.
И вам нужно будет выделить лишние изображения. Смотрите, первые 4 квадратика. Здесь нужно выбрать одно лишнее. Это котик. Остальные 3 цветка. Так, следующее изображение. Что здесь лишнее? Слон, гусь, ведро, бабочка. Ведро. Хорошо. Следующее изображение. Что здесь лишнее? Птица. Живая, остальное все не живое. Дальше. Здесь часы, секундомер, настенные часы. 5 копеек. 5 копеек лишняя, это монета. Хорошо. Следующее изображение. Что здесь лишнее? Мгм. Следующее. Что здесь лишнее? Мгм. Хорошо. Так, давайте дальше. Здесь что лишнее? Нога. Здесь. Мгм. Подумайте. Мгм. Хорошо. Следующее изображение. Посмотрите повнимательней. Так, что лишнее здесь? Ага. А здесь? Мгм. Хорошо. Далее. Здесь что лишнее? Ага. Хорошо. А здесь? Мгм. Очень быстро справляетесь. Хорошо. Так, дальше. Что здесь лишнее? Мгм. Подумайте, подумайте, конечно. Так, хорошо. Что лишнее здесь? Письмо. Так. И последнее. Здесь нужно выбрать лишнее слово. Примус, керосинка, свеча, электроплитка. Что лишнее? Примус, керосинка, свеча, электроплитка. Так. Далее. Иней, пыль, дождь, роса. Что лишнее? Иней, пыль, дождь, роса. Пыль лишняя. Давайте последнее. Вода, ветер, уголь, трава. Что лишнее? Вода, ветер, уголь, трава. Мгм. Хорошо, на этом мы с вами закончим. Спасибо, что приняли участие в нейропсихологическом исследовании. До свидания.